К следующему, если вы утомились, уже заканчиваем. Ну, мне кажется, вот это цифры не могут обманывать. И красота цифр заключается в том, что если человек может разбираться со статистикой, то, вот, как правило, и не манипулировать данными, то, как правило, у вас в голове появляется очень четкая картинка происходящего на рынке недвижимости целой провинции. Итак, мы будем сравнивать уже, что произошло. Новое жилье провинции Ларнака за один всего лишь месяц. Но подытоживающие данные. Итак, мы видим, что красная черта, видите? Ничего не произошло за один месяц. Где-то мы видели снижение, где-то рост, ну, по муниципалитетам. В итоге вот это среднее арифметическое число, оно равно также среднеарифметическому числу, которое мы наблюдали в июне 2026 года. То есть с недвижимостью ничего не произошло, хотя где-то стоимость поднималась, где-то снижалась. Что произошло со старым жильем? А старое жилье показало динамику роста на 0,13% и в июле 2026 года составила в среднем стоимость квадратного метра в целом по провинции Ларнака 1950 евро. Следующий, друзья, слайд, это предпоследний слайд. И здесь мы будем говорить уже, что произошло за год в провинции Ларнака. Подытоживающие данные будем говорить. Итак, где-то снижалась, где-то росла стоимость. И видим, что в целом по провинции новое жилье показало в годовом измерении динамику роста всего 0,87%. Друзья, ну это вот совсем нелогично поведение рынка, да. Единственное, что я могу отметить здесь, это мы говорим о новом жилье. Логично себя ведет новое жилье именно в городе, муниципалитете Ларнака. Ну, где-то плюс-минус Арадипу новое жилье. Все остальное – это Ливадия Ларнакас, Драмалаксия Мену и общины провинции Ларнака или агломерация общин показывают неадекватную динамику поведения рынка, то есть снижение. Почему неадекватное? Наберите терпения, следующий слайд все вам объяснит. ЦДЕ – это у нас старое жилье. Оно подорожало в той же провинции Ларнака, подорожало на 2,40%. Вот посмотрите, разница, конечно, очень сильная в стоимости квадратного метра. Наверное, именно поэтому остается спрос на недорогое жилье, и мы видим динамику роста. Здесь адекватное поведение 2,40% роста. А вот неадекватное поведение, когда рынок переоценен, предложений много, желающих купить мало, и вот мы видим вот эту динамику, так сказать, незначительного роста, или же великая и могучая рука рынка. Помните такой известный Адам Смит, у которого была теория о великой руке рынка. Вот там он это все описывает, и я, в принципе, тезисно вам об этом